Девочки, мальчики, приветствую вас на своем канале. Кто не знает, меня зовут Яна. И сегодня у нас такая тема. Стучит, гремит, на пороге стоит. То есть посмотрим, что сейчас и что будет в будущем. Что вот-вот случится, что вам поможет, чтобы это быстрее все случилось. Так что давайте посмотрим, девчонки. Стучит, гремит, на пороге стоит. Сейчас будем смотреть. Такая тема. Что там нас ждет в ближайшее будущее? Да, девчонки? Так, давайте. Стучит. Сейчас так, перевернутые достаю. Так, девочки, стучит, это что вот-вот-вот, скоро-скоро случится. Прям вот, на пороге. Так, сейчас. Гремит. На пороге стоит. Чем сердце успокоит? Стучит, гремит, на пороге стоит. Чем сердце успокоит? Ну, давайте посмотрим. Стучит, гремит, на пороге стоит. Чем сердце успокоит? Стучит, гремит, на пороге стоит. Чем сердце успокоит? И давайте еще несколько карт выложу. Это ваша предиагностика. Вы, мои хорошие. Кто вы на данный момент? Ну, а там будем докладывать. Хорошо. Кто вы, девочки, на данный момент? Ух. Ну, смотрите, здесь, видите, мои хорошие, карта дьявол, король мечей и верховная жрица. Здесь пришли девочки непростые, да, девочки, верховная жрица. Также вы можете состоять в тайных отношениях. Также вы, мои хорошие, можете обладать некими тайными знаниями. Много что вы можете о себе, допустим, уже знать. Можете познавать очень хорошо, глубоко этот мир, девочки. Медитации, вхождение в всякие состояния, девочки. Потом... Господи, я вообще уже... Всякого рода магия, заговоры, водичка, в общем, все сюда. Здесь женщины, ну, в основном такие довольно мудрые, продуманные, ну, или же женщины, которые состоят в тайных отношениях с таким вот королем мечей. Здесь у вас на данный момент есть такая привязка к такому сексуальному мужчине, королю мечей. Мужчина, который, ну, вот прям берет за живое. Мужчина идет по дьяволу. От такого мужчины по дьяволу очень сложно, девочки, отвязаться. То есть это сам дьявол во плоти. Вот вы можете, знаете, вот точку с этим человеком миллион раз ставить, а вас все равно к нему тянет. Вы точку ставите, а вас все равно тянет, и вы снова и снова возвращаетесь в эти отношения. Ну, то есть обычно это отношения по дьяволу кармические. Мужчина в вашу жизнь входит для каких-то отработок, проработок, мои хорошие. Очень часто такие мужчины и приходят к таким верховным жрицам, девочки, для того, чтобы женщина открыла в себе какие-то таланты, какие-то дары, какие-то знания открыла. То есть для того, чтобы женщина могла открыться. Обычно такие отношения, они очень сложные. То есть здесь отношения, которые как на американских горках. То хорошо, то плохо, то хорошо, то плохо. То вроде бы люблю, целую, жить не могу, то ненавижу, уйди от меня. То есть это отношения, которые трудно реализуемые отношения. Здесь могут быть и браки, здесь могут быть и третьи лица в этих отношениях. Ну вот в таких вы, девочки, отношениях стоите. Вот с таким мужчиной вы никак не можете до конца разобраться. Даже если вы ставите точку, он все равно возвращается время от времени в вашу жизнь. Вот такие девочки здесь сейчас на данный момент ко мне пришли. Если вы себя сейчас на данный момент узнаете, девчоночки, добро пожаловать на расклад. Ну а теперь посмотрим, что стучит к вам в жизни.
Ну что, девочки, стучит судьбоносное событие, страшный суд, мои хорошие, смотрите. Так, смотрите, девочки, страшный суд, король жезлов и четверка пентаклей. Вот сейчас мы и смотрим, что же к вам стучит, да, девочки? Опять показываем. Скорее всего, этот ваш распрекрасный, вот он, король мечей, который на данный момент, он для вас холодный, он для вас закрытый. Вот о чем я и говорила, что с этим человеком разорвать отношения очень сложно. То есть, если даже у вас сейчас пауза, опять же, девочки, карта «Страшный суд». Она четко говорит, что этот человек для вас кармический. Вы с этим человеком что-то отрабатываете. И я сейчас могу сказать абсолютно точно, что до сих пор еще до конца не отработали. Вот такой мужчина идет снова в вашу жизнь. То есть даже если вы с ним уже расстались, поставили точку, вот-вот, скоро-скоро этот человек появится со своими ревностями, со своими высказываниями, со своими выяснениями отношений. Вот такого мужчину ждите к себе в жизнь снова. Хотя вы уже, скорее всего, поставили точку, вы уже пошли куда-то дальше, а не тут-то было. Ждите возвращения блудного попугая, девчоночки. Блудного мужчины. Он может и не блудный, конечно, он у вас самый лучший. Но, девчоночки, и энергия его изменится. Если сейчас он для вас король мечей, то придет он к вам уже как король жезлов. То есть люблю, хочу, ты моя, только моя и больше ничья. Что еще? К чему это приведет? Подождите. Карта Луны. Вот, девчоночки, вот здесь идет, я бы сказала, вам предупреждение. Сейчас еще одну карту достану. И семерка пентаклей. Смотрите, девчоночки, здесь идет как бы небольшое предупреждение, потому что мужчина однозначно в вашей жизни появится. Вот как яркий фонарь зажжется в вашей жизни. Возможно, наобещает вам кучу всего. Давай жить, давай съедемся, я все решил, я все осознал, давай жить вместе. Но очень похоже, что эти отношения снова пойдут как-то наперекосяк, и опять мужчина, может быть, слиться. То есть какое-то время побудет с вами и опять уйдет. И, девочки, чтобы он вам опять сердце не разбил, поэтому будьте с ним, пожалуйста, повнимательней. Наладится ли это все? Ну, наладятся ли эти отношения? Потому что карта Луны — это опять отношения, которые непонятные. Непонятно, к чему приведут. То есть мужчина опять, скорее всего, придет, но конкретных предложений вам делать не будет. Может наобещать, ну вот он кубковый, понимаете? Вот он и кубковый, и жезловый уже, и мечевый к вам вышел. Видите, он, то есть этот мужчина, который наобещает много, наобещает, но по факту выполнит вот эту такую столечку. Поэтому вот просто будьте, пожалуйста, с этим человеком повнимательнее, потому что вы будете вкладываться в эти отношения, будете вкладываться, будете стараться. Смотрите, пожалуйста, чтобы эти, девятка кубков, да, вы смотрите, пожалуйста, чтобы и этот мужчина также вкладывался в ваши отношения. Не только вы, но и он, чтобы вкладывался равноценно в эти отношения. Если вы видите, что мужчина как-то там начинает плавать, вот обращайте сразу на это все внимание. Потому что тут у вас такой мужчина, ну такой себе. Лучше проверить, девочки. Хорошо, но тем не менее мужчина на пороге. Здравствуйте, вот он. Так, гремит. О, вот я же сказала, гремит, вот он, красавчик, видите? Это что, предупреждение, чтобы... Вот он, видите, наблюдает за вами, да, в интернете. Вот он на выборе стоит. И вот явление Христа народу, девочки, чтобы вам сердце не разбил. Я как бы уже об этом вас и предупредила, что этот человек, девочки, может вам разбить сердце. Поэтому, девчоночки, будьте, пожалуйста, повнимательней. Предупреждение тут какого рода? Когда этот человек придет, узнайте, а есть ли у него еще отношения. Если вы будете видеть, что мужчина плавает туда-сюда, значит, у него есть эти отношения.
Просто вот, пожалуйста, поинтересуйтесь, потому что для некоторых, да, мужчина придет уже с выбором, осознанным выбором. Я хочу жить с тобой, я хочу брать ответственность. Но для большего числа девочек здесь мужчина придет еще до конца не сделавший выбор. То есть у него в жизни будет еще какая-то женщина. И вот для тех девочек, когда этот человек объявится, а он объявится, вы уже, пожалуйста, обратите на это внимание. И согласны ли вы быть второй женщиной? То есть вы на вот эти моменты, пожалуйста, обращайте внимание, чтобы этот человек снова не разбил вам сердце. Потому что человек по дьяволу, это, конечно, сила страшная, я вам так хочу сказать. Так, на пороге стоит. То есть, что вот-вот уже, вот-вот. Вот-вот, ну, конечно, конечно, куда ж тут без нашего распрекрасного. Смотрите, девочки, Верховная Жрица, карта мира, новое начало. Да что ж у нас тут? И, девочки, человек, который долго сидел, вот он в этой клетке, да, по девятке мечей. Сидел, и вот мы видим, что да, человек придет. Также это может говорить, ну, это я уже натягиваю сову на глобус, потому что на протяжении всего расклада нам показывают сейчас одного мужчину. Вот честно я вам скажу. Также это, конечно же, может говорить о том, что если вы стремились к какому-то новому делу, то есть возможность прорыва в этом деле. Но все-таки, но если информация идет, я ее изменить не могу. Все-таки здесь говорится о этом самом мужчине, который вот-вот появится в вашу жизнь, чтобы внести вот это самое новое начало с вами, новое начало. Это Верховная Жрица, это также говорит о тайне. Это для вас будет, как знаете, цирк, кино, это мино. Это будет неожиданной новостью, потому что вы уже из-за этого мужчину не то что забыли, вы, понятно, за него не забыли, но он уже давно сидит, он уже давно не проявляется, вы уже думали, что он уже и не проявится. А тут опа, и он у вас на пороге. А как он появится? Приедет, напишет, что сделает. А ну. Как этот человек к вам проявится? Приедет, напишет, что сделает. Как этот человек к вам появится? Приедет, напишет, что сделает. Как объявится в вашей жизни? Во сне приснится, девочки. Ну, во-первых, вы ему снитесь, девчоночки. Снитесь, он о вас думает. Рыцарь Пентакли. Ну и что-то это такое у нас медленный. Туз мечей. Ну, девчоночки, произойдет все настолько внезапно, что вы просто и обалдеете. И паш мечей. А ну еще дайте еще. И король кубков. Ну, опять он кубковый. Здравствуйте, да? Значит, смотрите, все настолько будет неожиданно, что вы просто обалдеете. Вот знаете, как гром среди ясного неба. Вот просто вот можете так, звонок в дверь откроете, и он стоит. Или может такое быть, что, знаете, напишет, раз вы подымете, и вот он уже здесь, понимаете? Ну вот очень резко появится, очень неожиданно для вас появится. На пороге стоит, то есть это события, которые прям вот-вот-вот произойдут. Вот-вот произойдет то, что на порог к вам вот такой король кубков появится, девочки. На пороге появится такой мужчина, который будет говорить вам о чувствах. Я бы не сказала, что тут прям масло масляное будет. Не-не, тут будут и высказывания, здесь будут и претензии друг к другу высказаны, потому что паж мечей это все-таки такие более агрессивные энергии. Здесь конкретно мужчина придет выяснять отношения для одной единственной цели, чтобы возвратить вас в отношения. Но у многих проиграется то, что у него еще будут одни отношения. Не у всех, но у многих. Поэтому, девчоночки, обратите на это внимание, чтобы потом сердце не болело, душу не рвали. Потому что этот мужчина уже давно пропал. И я думаю, что вы уже немножечко как бы даже и привыкли без него. Я думаю, что уже немножечко его и позабыли. Но тут явление будет очень скоро. Чем сердце успокоит? Ну давайте посмотрим, чем сердце успокоит. Уху-ху. Девочки, смотрите, чем мы сердце успокоим. Карта Солнца, так?
карта Солнце, карта шестерка Пентаклей и карта Башня. Ну, что-то у меня есть такое четкое ощущение, девочки, что вы этого мужчину отправите в лес за ягодами. Смотрите, вы уйдете, потому что, смотрите, видите, тут разврат такой, да, сзади находится. Вот что-то у меня есть такое ощущение, что этот мужчина появится и уйдет несолоно хлебавший. Вот прям правда, очень похоже на то, что да, возможно, что-то и привезет, возможно, как-то там какой-то и подарок. Но здесь вы-то какая эгоистка. Вы тут женщина, которая уже себя любит, которая уже собой наслаждается. Женщина, которой, в принципе, уже и не нужен мужчина, которого нужно добиваться, которому нужно постоянно говорить о чувствах, что-то доказывать. Вы уже это все прошли. Это все вы уже прошли, вам это уже не интересно, девочки. И очень похоже, девчоночки, что мужчина к вам придет, а вы его отправите в лес за ягодами. И мне это, блин, нравится. Ну, в любом случае, Солнце – это обалденная карта. Вот вы тот самый здоровый эгоизм, о котором я так всегда говорю. А вы та женщина, которая себя любит, которая, если он там придет, начнет что-то там му-му-му-му, ты скажешь, знаешь, дорогой, иди-ка, дорогой, иди подумай еще и придешь. Нужен ли ты мне после вот этих девок каких-то там, после вот этих гулянок, после каких-то... После какого-то мусора я мужчин не подбираю. То есть здесь женщины такие, которые цену себе знают. Девчонки, класс, я с вами, мне прям нравится. То есть женщина, которая привыкла работать, которая привыкла зарабатывать, она уже независима, она уже не зависит от мужчины. Ей уже, в принципе, его вот эти вот кони в яблоках, когда он приходит, тебе начинает мозги делать, ей, этой женщине, уже это не нужно. Она уже самодостаточная, она уже хочет спокойно жить, а не выслушивать после каких-то гулянок, после каких-то девок, выслушивать какие-то никому не нужные оправдания, какой-то чес, какое-то вранье. И поэтому очень похоже, что вы именно сердце успокоите. Звезда, девочки. Именно сердце успокоите тем, что вы просто-напросто вот этого вот толстопузика отправите домой. Скажи, знаешь, дорогой, сидел ты там сколько лет или сколько месяцев, вот иди сиди дальше. Я уже себя и так люблю. Мне и без тебя уже очень комфортно, мне и без тебя уже очень хорошо. Да и, скорее всего, девочки, выбор-то у вас будет еще среди других мужчин. Скорее всего, тут, девочки, просто шикарно. Вот тут женщина, которая любит в первую очередь себя. Вот вы та самая женщина, которая любит в первую очередь себя. И это классно. Так что, девочки, сердце успокойте, просто супер. Человек вам придет, возможно, попытается вам мозги поделать, а вы на него глянете, так скажете, знаешь, дорогой, собирай свои манатки и чеши, откуда пришел. Очень похоже, что такая история здесь может быть. Так что, девчоночки, такой у нас получился расклад. Мои хорошие, любви вам, здоровья, счастья. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления. И, конечно же, девочки, до завтра. Всего вам самого наилучшего. Любви, здоровья и, конечно же, счастья.